Добрый день. Спасибо, что подключились к нашему сегодняшнему мероприятию. Ближайшие 30 минут будут очень интересными. Мы будем говорить про машинное обучение, low-code, no-code разработку и решение Сбера. И позвольте прежде всего представить нашего сегодняшнего спикера Романа Тихонова, старшего управляющего директора компании Сбер. Задавать вопросы Роману буду я. Также я буду озвучивать вопросы из чата, поэтому если у вас что-то будет, пишите, мы на них в конце ответим. Меня зовут Александр Чеснавский, директор по решениям компании Microsoft. Давайте перейдем к презентации. Да, Роман. Спасибо, Александр. Всем привет, меня зовут Роман. Сегодня я буду рассказывать про решение Сбера под названием SberDS. Это платформа для управления моделями в общем случае. Чем она примечательна? Да? Ну, прежде всего, это платформа, разработанная в парадигме low-code, no-code, о которой мы сегодня будем много говорить. Ну, многие из вас знают, что такое low-code, no-code, да, поэтому я не буду про это много распространяться, да, поясню лишь те преимущества, которые мы имели в виду, когда начали разрабатывать этот инструмент. Ну, прежде всего, это снижение порога входа с точки зрения компетенций, необходимых для решения сложных ML-задач. Используя инструмент визуального, по сути, программирования, то есть drag and drop из готовых модулей, мы собираем довольно сложные конструкции, мы можем распространить сферу использования этих инструментов в те области, где нет мощной компетенции по Data Science. Это различные предприятия, там, подразделения, какие-то организации, где нет мощных программистов, нет людей, которые занимаются ДРС непосредственно, да, но есть задачи, есть данные, и есть потребность решать эти задачи оптимальным способом. Вот второе преимущество low-code, no-code в наших глазах – это, конечно, переиспользуемость. Ну, не секрет, что многие модели, да, многие алгоритмы, они требуют очень много времени на изучение, на погружение, на правильное применение. И таким образом это довольно дорогостоящий труд. И, конечно, нецелесообразно для решения однотипных задач пытаться каждый раз этот велосипед изобретать заново и делать похожие алгоритмические решения разными людьми, разными способами. Да? Для этого намного проще использовать библиотеку готовых модулей, которая оптимально решает поставленную задачу. Вот. Ну и третий момент, да, о котором, наверное, стоит упомянуть, что вот инструменты визуального программирования, они позволяют очень хорошо структурировать наши процессы. Да? И когда мы говорим о сложных процессах, то визуальный граф, да, позволяет делать различные уровни абстракции, то есть упаковывать несколько атомарных элементов в более крупные элементы, таким образом абстрагируя пользователя, да, от тех действий, которые на самом деле выполняет система. В качестве аналогии можно привести пример производства автомобиля. Да, вот если на заре автомобилестроения автомобиль целиком делался одним человеком, одним мастером, да, ну, там у него были, наверное, мастерии какие-то, да, но в целом весь производственный цикл был сосредоточен в руках там, одной группы людей, то сейчас, конечно же, это не так, да, сейчас даже части двигателя, да, делаются в разных местах, потом собираются. Так вот, абстракции, которые можно реализовать на уровне low-code, no-code, да, по сути, это вот те самые части, из которых получается что-то целое, что в свою очередь является также частью для более высокоуровневой модели или процесса. Ну, визуальный граф, да, он очень похож, тут я не буду про него много рассказывать. В принципе, у нас не первый раз мы говорим про SberDS на различных конференциях, поэтому я хотел бы немножко рассказать про нашу архитектуру, про solution архитектуру, на каких компонентах мы базируемся, вот, и из чего состоит наша система. Ну, прежде всего, мы поставили себе задачу максимально использовать инструмент open source, то есть мы не используем проприетарных решений в нашем инструменте, но за исключением того кода, который мы написали сами. То есть это внутренняя разработка Сбера, но она базируется на инфраструктуре open source. Прежде всего, это система OpenShift, система контейнеризации вычислений, которая позволяет нам решать основную задачу, технологическую задачу горизонтального масштабирования. То есть мы можем работать с очень большим числом запросов, да, с очень большим числом проектов разной сложности, и при этом, вот, используя встроенные инструменты Red Hat OpenShift, мы можем гибко управлять контейнерами и эффективно решать поставленные задачи. Ну, второй блок инструментов – это Hadoop и Spark. Hadoop используется как файловая система, Spark как инструмент распределенных вычислений. То есть мы, если можно здесь заметить, да, мы используем два режима
распределенных вычислений. Это режим OpenShift, когда мы делаем распределенные вычисления в докере. Вот это хорошо подходит для задач, которые не используют большой объем данных в своей работе, да, но при этом используют интенсивную вычислительную какую-то компоненту. Например, AutoML задачи. Когда у нас данных мало, их можно приземлить в любую ноду, да, но при этом мы запускаем задачу там, обучения модели там, сотни тысяч раз. Прекрасно решается силами OpenShift. Вот. И другая крайность – работа с большими данными, когда мы строим, ну, либо строим модели на больших данных, либо просто пытаемся из какой-то генеральной совокупности очень большого объема, который не помещается на одну машину, на один сервер, мы пытаемся сделать какую-то витрину, либо выборку данных для того, чтобы дальше можно было обработать ее инструментами машинного обучения. И здесь, конечно, нужен Spark. Наша система эффективно позволяет этот инструмент использовать. И это реально дает очень большой выигрыш в производительности. Ну, во-первых, многие задачи просто не решаются иначе, да, а во-вторых, при преодолении определенного порога в объеме данных, да, выигрыш Spark он становится очень очевидным по сравнению с традиционными инструментами подгрузки данных. Ну и внутренние наши компоненты, которые мы используем, значит, в ядре, ну, это Postgres стандартно, да, у нас вся информация – это данные, то есть система генерирует данные, да, она логирует данные, все это хранится в неких структурах. Вот, мы используем Parquet как файловый формат внутренний для того, чтобы оптимизировать работу с большим объемом информации, оптимизировать операции чтения, ну, хранения, извините, и записи, прежде всего. Вот. Ну и поскольку наша платформа – это платформа для разработки и управления моделями, то мы, конечно, используем инструменты MLOps процесса. Это контроль версий, это хранение артефактов и управление задачами. Bitbucket, Nexus и Jenkins в нашем случае. Вот. Но, в принципе, они, наверное, там потенциально могут быть любые. Да, но и важная ремарка, что мы, несмотря на то, что мы начали разрабатывать свой инструмент для задач Сбера, мы делали его изначально в облаке, и это Cloud Native платформа, которая работает в облаках. Но сейчас она работает во внутреннем облаке и на внешних облачных сервисах. А теперь, наверное, я хочу рассказать, а зачем вообще все это нужно. То есть зачем городить такой огород, делать какой-то лоу-кодный код, писать какие-то сложные компоненты, делать интеграции, тратить на это много времени, когда можно открыть Jupyter ноутбук, да, либо какую-то другую среду разработки, там, Python там, или другого языка, и, в общем-то, написать простую модель. Все это, да, действительно так возможно сделать, это ничего не стоит, это все здорово, но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда вы пытаетесь разработать одну модель, да, решить одну Data Science задачу, то, конечно, Jupyter ноутбук, наверное, для вас будет оптимальным решением. Вот. Но если этих задач тысячи, и они проходят через вас нескончаемым потоком, то, конечно, вы не сможете переварить такой объем, вам нужно будет выводить ваш процесс на промышленные рельсы, а промышленные рельсы – это определенный стандарт. Ну, мы используем внутри Сбера стандарт CRISP-DM, точнее его адаптацию для наших нужд, но чтобы в целом изобразить этот процесс, да, его условно можно разбить на несколько ключевых этапов. Это формулирование потребностей, то есть что мы хотим сделать, какую модель мы хотим сделать, да, или какую задачу мы хотим решить, так называемая заявка на разработку. Подготовка данных, разработка модели, валидация модели, внедрение в пром и автомониторинг модели, которая работает в проме. Ну, вот это основные компоненты процесса. Конечно, в реальности их больше, да, но мы вот сейчас о сути говорим. Так вот, если мы хотим с вами оптимизировать процесс создания и применения модели, то, очевидно, нам нужно работать над оптимизацией каждого из этих этапов. То есть недостаточно сделать только быструю разработку или быструю валидацию. Нам, конечно, нужно инвестировать в то, чтобы все эти компоненты, во-первых, сами по себе работали эффективно, и, во-вторых, чтобы они были тесно интегрированы, и переход между ними осуществлялся автоматически. Вот. Ну, ровно эту задачу и решает наша платформа. Давайте чуть подробнее посмотрим, как это работает с точки зрения вот каждого из ключевых этапов. Но мы сейчас не будем говорить о заявке на разработку, да, это такой наименее автоматизируемый этап. Понятно, что это некое техническое задание, которое формирует заказчик для того, чтобы, значит, дальше его коллеги начали реализовывать. Ну, посмотрим немножко чуть подробнее на подготовку данных, да, и что может SBER-DS в этой части. Ну, во-первых, SBER-DS может работать с различными источниками данных и с различными типами данных. То есть это как структурированные данные, которые хранятся в различных реляционных базах open source и проприетарных, так и неструктурированные данные, файловые хранилища HDFS прежде всего, ну и там файлы различных форматов.
Вот, что важно, я уже упоминал, что мы поддерживаем Spark и Parquet, и это действительно, ну, Spark-то точно, наверное, must-have для систем, которые хотят работать с большими данными, вот, а Parquet это просто, ну, следствие, да, потому что если вы с большими данными работаете, то ваши цифровые следы, которые вы оставляете, они тоже довольно большие, и, в общем-то, рано или поздно встает задача оптимизации дискового пространства, оптимизации накладных расходов в виде операций, там, чтения записи и так далее. Вот, и в этом смысле вот форматы типа Паркета, да, они довольно эффективны, показали свое качество. Вот, но мало подключиться к данным, да, и мало их закачать, нам еще нужно их трансформировать. И в этом смысле SBRDS дает как готовые решения, так и возможность кастомизации этих решений для того, чтобы делать все необходимые преобразования над данными. Различного рода фильтрацию, там, объединение, значит, какие-то поиски, да, ну, все что угодно, в общем-то, вплоть до очень сложных там ML-преобразований, специфичных для определенных алгоритмов данных. После того, как мы подготовили данные, да, следующий этап, который для нас является важным, это, конечно, этап разработки модели. Вот. И, в общем-то, здесь стоит отметить, что основное преимущество SBRDS в части разработки реализуется тогда, когда мы работаем с довольно стандартными моделями, то есть с моделями, которые решают некую формализованную задачу, да, и у нас под них есть уже алгоритмы, оптимизированные для решения этой задачи. Вот. Либо второй момент, задача может быть решена инструментами типа AutoML. Вот. И AutoML у нас замечательно работает, причем различных версий, да, мы и сами пишем эти библиотеки, да, мы можем внешние библиотеки использовать, вот, и более того, мы даже используем это как бенчмарк в управлении модельным риском, да, AutoML-инструменты. В общем, со временем они набирают все больше и больше популярность, конечно, 100% задач AutoML не решить, но какой-то довольно существенный поток вполне себе можно через них прогонять, и это действительно дает очень большой выигрыш в скорости, а часто и в точности, да, в качестве модели. Причем интересная статистика, которую мы вот для себя как бы определили там из наших внутренних источников, что, конечно, ну, пока еще там наши инструменты, как минимум, они, конечно, не дают возможности построить модель максимальной точности, которую могут сделать там самый квалифицированный дата-сайентист, но уже приближаются к этому порогу, да, но если собрать очень много людей, да, и дать им два инструмента в руки, наш и вот любой там Юпитер ноутбук, либо еще какой-то, значит, отладчик, да, то средняя точность на нашем инструменте будет выше. Ну, вот это для больших организаций это существенный выигрыш в эффективности использования ресурсов. После того, как мы разработали модель, да, следующий для нас важный этап – это этап валидации. Так, извините, пожалуйста, я немножко перелетел. Сейчас я попробую вернуться. Значит, что такое валидация? Валидация – это оценка качества модели, да, насколько она соответствует предъявляемым к ней требованиям, и в ряде случаев попытка понять, можем ли мы сделать модель лучше. Вот. И сейчас мы с вами вернемся в валидацию. Коллеги, а может кто-нибудь с презентацией помочь? У нас почему-то контроль у меня пропал. Так, пока мы, значит, технические проблемы решаем, расскажу. Значит, валидация состоит из разных типов анализа, да, и самый большой блок – это количественный анализ, который, в свою очередь, состоит из набора тестов статистических, которые тестируют те или иные компоненты модели, точнее, критерии модели, да, это точность, стабильность, там, корректность подготовки данных, например, да, качество калибровки, ну и много-много других характеристик в зависимости от типа решаемой задачи, используемого алгоритма и предметной области. Так, и вот как раз-таки эти тесты, да, они являются такими атомарными вещами, которые хорошо транслируются в вычислительные ноды на SBRDS, да, то есть в кубики нашего конструктора. И объединяя эти кубики, можно, по сути, визуально составлять методики валидации для тех или иных видов моделей. Вот, это очень удобно, это позволяет экономить много времени, и это позволяет объединять, встроенный функционал нашей платформы позволяет объединять эти кубики, значит, в какие-то сущности, типа методологии, да, и, соответственно, эффективно автоматизировать большие этапы процесса, например, всю валидацию, да, либо ее часть. Вот. После того, как мы это сделали,
Дальше мы хотим быстро внедриться в пром. И сейчас в больших организациях это является головной болью. Да, потому что есть много причин для этого, и то, что среда разработки часто отличается от среды применения, да, и сложности с интеграцией промышленных источников данных, да, но тем не менее. Так вот, использование SBRDS как единой платформы разработки и внедрения модели позволяет все эти сложности благополучно избежать их, да, и, по сути, по кнопке внедряться в пром. В буквальном смысле этого слова. То есть просто нажав кнопку «Опубликовать наш проект в промышленной среде». После того, как мы вышли в пром, да, дальше модель начинает применяться. Да, и вопрос, который нас волнует больше всего в этот момент, это то, насколько хорошо она работает. Вот. И для этого мы, собственно, делаем простую вещь. Мы ставим ее на автомониторинг. Опять же, по кнопке мыши мы просто задаем расписание, и те валидационные тесты, те подходы, которые мы использовали на этапе дизайна, да, они запускаются либо по какой-то момент времени, либо по какому-то триггеру дополнительному, запускаются, автоматически формируется результат, и он, соответственно, доводится до ответственных лиц. Вот таким образом мы очень гранулярно можем оценить качество модели и понять, когда происходит ее ухудшение. Это очень важно, если эта модель является каким-то элементом, ключевым элементом автоматического принятия решений, тем более, если это решение финансовое. Там любые ошибки стоят денег, часто очень больших, поэтому чем раньше мы узнаем об ухудшении качества модели, тем больше у нас будет времени на то, чтобы эту модель переработать, улучшить, либо заменить ее на что-то другое, таким образом избежав больших потерь, либо не упустив ту прибыль, которую мы зарабатываем на этой модели. Что можно вынести из моего несколько сумбурного доклада? Прежде всего то, что уже сейчас создаются инструменты, SBRDS тому пример, которые позволяют сделать end-to-end процесс разработки и внедрения модели практически полностью автоматическим. Это очень, я считаю, здорово, прежде всего для компаний, которые зарабатывают на этом деньги, для которых модели – это не просто R&D, это не просто демонстрация возможностей, да, это не просто обучение и популяризация, а это реальные инструменты производственного процесса их, да, которые встроены в ключевые их артерии и которые позволяют им более эффективно работать, зарабатывать больше, тратить меньше, давать сервис более лучшего качества, быстрее, надежнее, получать более высокую лояльность клиентов. Конечно, мы не хотим останавливаться на достигнутом, да, у нас есть большие планы, и, в общем-то, мы в них серьезно продвинулись. Сейчас у нас на повестке стоит, это, прежде всего, инструменты автодообучения модели, то есть мы хотим остановиться, точнее, мы не хотим останавливаться, да, то есть мы хотим, чтобы после этапа автомониторинга, да, модель могла автоматически дообучать сама себя при поставке новых данных, таким образом эффективно адаптируясь к изменяющейся среде. Вот. Мы хотим сделать инструмент автокалибровки модели, это также очень важно, да, вот ковид показал необходимость такого рода технологии, да, когда модель может быстро откалиброваться на какой-то новый уровень нашего таргета. Вот. Ну и, конечно, поддержка GPU. В общем-то, многие компании уже решили эту задачу, да, мы решаем сейчас для себя, но мы тоже решим. Вот. Она позволяет нам работать вот в таком полуавтоматическом, да, иногда и автоматическом ключе с deep learning моделями. Да, то, чего раньше вообще представить себе было нельзя, сейчас это уже становится реальностью. У меня все. Большое спасибо за внимание, и я, наверное, готов ответить на вопросы. Спасибо большое, Роман, за интересный рассказ. Несколько вопросов. Вот немножко возвращаясь в историю. Как вообще зародился сам продукт? Как он сейчас развивается, продвигается? Какие каналы вы используете? Да, спасибо, Александр. Изначально мы делали эту систему для того, чтобы автоматизировать процесс управления модельным риском. Прежде всего, валидацию моделей. И начав это делать, да, мы быстро поняли, что потенциал того, что мы задумали, да, он выше. Вот. И мы постарались как-то расширить там применимость нашего инструмента и на другие сферы, помимо валидации. Прежде всего, да, это разработка моделей для каких-то стандартных процессов. Я об этом уже говорил, и, в общем-то, там даже в банке, да, либо в другой организации есть довольно много вещей, которые решаются относительно простыми
ML-инструментами. Да? Вот. И вот такие инструменты, они очень хорошо поддаются автоматизации. И мы получаем повышенное качество, получаем скорость и экономим затраты. Значит, мы сейчас активно масштабируем SberDS, да, ну, как я уже говорил, для задач модельного риска, да, это наша основная сфера применения внутри банка, но постепенно он востребован и в сфере популяризации, как инструмент для обучения, вот, и в сфере разработки для различных наших дочерних обществ, да, которые хотят иметь вот такие инструменты low-code, no-code, и для них эта парадигма очень интересна и очень востребована. Вот. Ну и помимо этого мы, конечно, пилотируем возможность выхода на внешний рынок, да, хотим оценить спрос и понять, насколько рынок готов для этого. Вот. И в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашим партнерам из Microsoft, которые нас в этом поддерживают. Это один из наших потенциальных каналов. Microsoft Azure, облачный сервис, в котором мы на самом деле родились, то есть мы вообще разработку SberDS начинали в Azure, как это ни странно звучит, но вот такая была реальность. И сейчас это один из инструментов, который нам должен облегчить наш потенциальный путь на рынок, да, если такое решение в компании будет принято, если мы там когда-нибудь будем продавать этот инструмент, то вот продажа его через облачные сервисы, это выглядит очень потенциально интересным решением. Наверное, как-то так. А вы рассматриваете инструменты маркетплейса для продвижения? Да, Александр, читаете мысли, безусловно, рассматриваем, и вот сейчас как раз мы пытаемся сделать такой небольшой пилотик по выводу нашего решения в Marketplace для того, чтобы понять весь потенциал, да, понять трудоемкость, скорость, ну и потенциальные выгоды. Теоретически они для нас, конечно, очень, очень интересны. Вот, и прежде всего это, конечно, то, что мы можем выйти на очень широкую аудиторию. Да, если мы поймем, что мы хотим из этого делать коммерческий продукт, то, конечно, там клиентская база для нас очень важна, да, и вот как раз Marketplace, Microsoft Marketplace, да, может быть хорошей площадкой для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов к нашему инструменту. Спасибо. Еще полюбопытствую. Наверняка такие решения не уникальны. Вы смотрели, что делают другие компании на рынке. В чем ваша уникальность и кого вы видите своими конкурентами? Мы, как все молодые компании, я имею в виду компании в части продукта SberDS, мы, конечно, очень наглые, да, вот, и хотим соревноваться с великими, с самыми лучшими, хотя, конечно, объективно понимаем, что нам до них еще, наверное, далеко. Вот, но хочется видеть в своих конкурентах Amazon с инструментами SageMaker, например, да, вот, что-то в этом духе, да, традиционно SaaS, хотя мы сейчас с коллегами пытаемся делать партнерство определенного рода, да, в общем-то, когда-то, наверное, можно сказать, что это был наш конкурент. Вот сейчас все быстро меняется, но тем не менее, конечно, хочется, да, чтобы мы стали не стандартом, да, но как минимум инструментом первого-второго выбора для большого числа клиентов. Что для этого нужно и почему мы такие надежды лелеем внутри себя, да, прежде всего потому, что у нас есть довольно сильное, с нашей точки зрения, конкурентное преимущество, это гибкость. Это то, от чего мы изначально отталкивались, формулируя основные требования к платформе. Да, мы хотели, чтобы платформа была очень-очень гибкой. Это важно, потому что в мире машинного обучения, искусственного интеллекта, глубокого обучения, в общем, любые модные современные слова, да, они говорят то, что все очень-очень быстро меняется. Да, и то, что вчера казалось невозможным, сегодня уже возможно. То, что вчера было state of the art, сегодня уже вчерашний день. Инструментарий обновляется с космической скоростью. Возникают новые алгоритмы, новые методы, новые подходы, старые уже не нужны. И вот в этой гонке не проиграть можно только постоянно адаптируясь. И те опции, да, ту архитектуру, которую мы изложили в наше решение, да, она как раз, это и позволяет нам, собственно, быстро адаптироваться к любому
либо там инструментарий с открытым кодом, мы можем любые open-source библиотеки быстро инкорпорировать в нашу среду, либо самим писать код, либо дорабатывать существующий код, таким образом постоянно находясь в состоянии боевой готовности, да, постоянно поддерживая наш инструментарий в максимально свежем вот таком, значит, новом up-to-date состоянии. Немножко вернусь к теме маркетплейса и Azure маркетплейса, который мы обсуждали некоторое время назад. Для нас это тоже сейчас очень важный инструмент. Мы активно сейчас туда привлекаем большое количество компаний, ISV-компаний, разработчиков, и видим это как особенно для компаний, которые хотят выйти за пределы какого-то локального рынка на международную арену, как такой рабочий инструмент для масштабирования. Вот вы упомянули по поводу того, что вы хотите быть дерзкими, агрессивными. Какие ваши планы по международной экспансии? Ну, я, наверное, сейчас не могу какие-то конкретные, да, вот планы прямо озвучить, потому что их пока, еще нет. Вот, но если говорить о каких-то мечтах, да, вот так помечтать, если, то, конечно, было бы здорово выйти на международный рынок, и прежде всего потому, что он намного больше российского. То есть рынок там ML, AI инструментов, особенно рынок low-code инструментов, да, он несопоставим. То есть я не уверен, что в России вообще такой рынок есть, да, в то время как там в Америке, он уже давно существует, и там приличные обороты, более того, там по прогнозам компаний типа Gartner этот рынок будет расти, вот, и расширяться там, на горизонте там, ближайших 3 лет как минимум. Вот, но это и понятно, да, потому что все хотят снижать издержки, с одной стороны, да, с другой стороны, все хотят монетизировать данные, прежде всего, которые есть, и зарабатывать на этих данных. Вот, а инструменты low-code, no-code, они это позволяют делать. Поэтому мы, конечно, мечтаем о том, что если мы когда-нибудь станем коммерческим продуктом, то Microsoft Marketplace может стать вот таким трамплином, да, который позволит нам улететь в стратосферу и завоевать, либо как-то себя зарекомендовать на западном рынке. Спасибо огромное. С моей стороны, наверное, я исчерпал все вопросы. Спасибо большое за интересный рассказ, за интересные решения. Я искренне получил удовольствие. И вы в очередной раз, мне кажется, подтвердили, что тот тезис, который был много лет назад уже сформирован, что Сбер – это IT-компания с банковской лицензией, вот, в очередной раз подтверждается. Решение, на мой взгляд, очень перспективное. Спасибо вам большое и успешного развития продукта на нашем рынке и глобально. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо, коллеги.